Всем доброго времени суток, Асакур с вами, и сегодня в мобильных хрониках хаоса я попытаюсь на арене добраться до первого места с 1000-го. Перед началом ролика предлагаю вам оценить мои возможности, получится ли у меня это сделать без ошибок, или сколько ошибок я совершу. Напишите об этом в комментариях, подписывайтесь на канал, а мы приступаем. Спасибо всем огромное за активность и донаты, я все это очень ценю, и это мотивирует меня стараться еще больше. 3000 подписчиков – это серьезная цифра, но в то же время я понимаю, что это только начало. Благодарю каждого, кто подписывается и смотрит мои видео, впереди вас ждет еще больше нестандартного контента по мобильным хроникам хаоса. Следующая цель – 5000 подписчиков. Попробуем закрыть ее до конца февраля, а может и до конца января получится. Этот ролик публикуется в преддверии выхода огромного обзора по связкам героев, состоящим из 12 частей. В принципе, это видео можно отнести к 6-й части – пачкам для арены. Вы увидите, какие пачки на арене чаще всего ставятся в защиту и какими пачками в атаке лично я продвигаюсь к первому месту. Посмотрите видео до конца, получилось весьма занятно. Итак, начнем. Для начала перед нами стоит задача слететь с высокого места на арене. Этого можно добиться, убрав всю защиту и поставив какого-нибудь слабо прокачанного героя. Результат не особо заставил себя ждать. Искушенные игроки при виде такой маленькой мощи в моей пачке сразу же воспользовались возможностью халявно занять мое место. Этой же возможностью буду пользоваться и я. Что я имею в виду? Имею в виду то, что сознательно я не буду нападать на пачки, которым имеется риск проиграть именно по критерию мощи. Мои персонажи достаточно прокачаны, но ни один из них не похвастается полностью максимальной прокачкой, а большинство основных имеют только несколько полных обликов и 5-звездные артефакты 100-го уровня. Но на моем сервере и этого достаточно, чтобы каждый день занимать лидирующую позицию на обычной арене. Чем мы сейчас и займемся. Сперва следует рассказать вам, каких героев, а точнее какие пачки, я чаще всего использую в атаке. В основном их 3, и они хороши тем, что с сохранением основной концепции их можно видоизменять под определенные конкретные случаи. Первая пачка – это Крита Кира пак Сандвари. Этот пак один из самых моих любимых паков, так как он очень хорошо показывает себя против карха-паков, паков с Тесаком и Пеппи, паков с другими физиками, жирных паков с 2 танками и так далее. Кира, стоя на 3-й позиции в такой пачке, надежно защищается 2 танками и способна наносить невероятное количество урона за счет критов от джета. Иногда Андвари можно заменять безликим, когда необходим его бросок силы, который открывает второй ряд у пачки соперника, позволяя Кире за несколько ударов успеть нанести фатальное количество урона по основному дэмэдж-дилеру, например Сатори. Также, если вы уверены, что Андвари не пригодится, то можно заменить его сорвиголовой, и к тому же в идеале стоит использовать Галахада вместо Астарота, просто он у меня не так сильно прокачан. Вторая пачка – это вариация оленей вместе с Зири, Дарианом и Гелиосом. Среди множества вариантов с оленями, это одна из самых часто используемых мной пачка против большинства физических команд, так как для этого в ней предрасположено абсолютно все. Зири – концептуальный танк, заточенный именно против физиков, которая при обстоятельствах в любой момент закопается, переживет еще достаточно времени, и это не будет страшно для Кристы, так как она какое-то время сама по себе может выступать в роли танка за счет своей кристаллизации. Гелиос – лучший герой против критовиков, который также способен защищать свою пачку против обычных физиков, поглощая урон с помощью сфер из 3-й способности. А Дариан выступает в качестве гаранта наличия здоровья для Гелиоса и Ларса. Ларс же в такой пачке, стягивая с помощью своей бури, лишает физиков ближнего боя возможности атаковать. Если по времени все это дело совпало с появлением шипов Кристы и применением Гелиоса его первого умения, то такой урон практически всегда будет разрушительным для всей вражеской пачки сразу. Еще олени славятся тем, что они целое поле для экспериментов. Их можно использовать, пожалуй, в самых разнообразных вариациях. Если против вас Кира, то вместо Гелиоса можно использовать Лиен. Если против вас Астарот или Герой с лечением, то вместо Дариана можно использовать Селесту. Если вам гарантированно нужно выдержать задний ряд, например Аджу, то вместо Гелиоса можно поставить Марту. Также по вкусу можно использовать Йоргена или Небулу. Все зависит от каждого конкретного случая, но чаще всего оленями приходится бить именно физиков-критовиков. Третья пачка – это классический кархапак.
Он хорошо показывает себя против многих бесконцептуальных пачек, против пачек с Орионом, против некоторых пачек с оленями и против пачек с Тесаком и Пеппи. А также, по большому счету, Кархапак скорее весьма полезен против многих пачек, в которых нет Андвари. И этим я иногда пользуюсь. Также я изредка использую пачки на базе связок из Тесака и Пеппи, Ориона и Гелиуса, Эльмира и Сорвиголовы и так далее. Перед атаками обратно выставим защиту, чтобы в процессе нас никто не скидывал обратно. Я буду комментировать, что происходит в боях и почему для атаки были выбраны именно такие пачки. И теперь, когда мы готовы, приступим к боям. Я предлагаю смотреть начало в перемотке, так как бои будут не особо интересными из-за того, что мои пачки на этом месте слишком сильно превосходят остальных по мощи. В таких случаях можно нападать фактически любыми героями и практически всегда выигрывать, чем мы сейчас и займемся. Сейчас нам предстоит сразиться против Йоргена, Джинджер, Ориона, Дариана и Гелиуса, чтобы занять 736 место. Против такого пака с такой мощью быстрее всего это получится с помощью классической пачки с Кархом. В следующем бою нам предстоит сразиться против Тесака, Исмаила, Карха, Гелиуса и Марты. Эту солянку из двух физиков и двух защитных героев можно закрыть пачкой с Кирой, используя Небулу с Безликим вместо Джета Себастьяна. Плюс доберем Андвари против Карха и Тесака. На очереди бой против Зири, Исмаила, Небулы, Йоргена и Ориона. Нам ничего не мешает забрать такую пачку с помощью обычного пака с Кархом. Наш следующий соперник выставил в защиту два танка – Корвуса и Астарота, дополнив их Ясмин, Кирой и Мартой. Против такой пачки с двумя физиками нам поможет пак с Зири, оленями, Дарианом и Гелиусом. Кроме как синергии Корвуса и Киры, в этой пачке нет какой-либо единой концепции, и вообще, я ярый противник того, чтобы ставить двух основных дэмэдж-дилеров в одну пачку. Дальше нам предстоит сразиться против пачки с Кирой, Астаротом, Йоргеном, Безликим и Мартой. Воспользуемся антифизической пачкой с оленями. После этого мы нападаем на пачку с Галахадом, Исмаилом, Сатори, Орионом и Дарианом. Это еще одна пачка без единой концепции, и против нее мы воспользуемся Крита Кирой с Сорвиголовой вместо Андвари, чтобы Сатори не выкинул нам неприятностей. Но бой прошел настолько быстро, что ни о каких неприятностях даже с Андвари речи и не могло быть. У следующего соперника мы видим очень похожий пак оленей, которым пользуюсь я, но вместо Дориана здесь Йорген. Обычно против борьбы с оленями помогает Карх. Мы даруем ему вторую жизнь с помощью Астарота и ставим на поддержку еще 3 героев, которые выигрывают для него время как только могут. В некоторых случаях урона Карха хватает, чтобы щелкать любого мага за мгновение. Теперь нам самим предстоит бой против такого же классического Кархапака. И неважно сколько мощи у такого пака, 315 тысяч или 500. Против него нам всегда поможет Крита Кира пак с Андвари. Следующий соперник выставил в защиту такую же пачку с Кархом, поэтому мы без проблем забираем ее таким же способом. Дальше нам предстоит победить пачку с Астаротом, Андвари, Сатори, Небулой и Безликим. Крита Кира пак способен смести с пути такой состав, только на всякий случай стоит заменить Андвари на Безликого, чтобы не оставить шансов для Сатори. И в очередной раз мы натыкаемся на какую-то ненормальную пачку с Сатори и Корнелиусом. Пожалуй, заберем ее таким же способом. Тем временем мы уже приблизились к топ-100 на арене. Дальше остается самое интересное. Попробуем сразу скакануть на 70 место, и здесь мы видим, что это уже Сатори пак здорового человека, но и такой состав не мешает нам победить его так же, как мы побеждали паки с Сатори раньше.
Кира, пробив танка соперника примерно наполовину, критует следующей тычкой, что серьезно ощущает Сатори и провоцирует применить его свое первое умение. И в тот же момент Кира ускоряется, дает еще несколько тычек Астароту, который находится под двумя дебафами на понижение брони, от чего последний не выдерживает и погибает, успевая воскресить Сатори. Кира собирается ультовать, но вражеские безликие сбивает каст броском силы, чем выигрывает еще немного времени для своей пачки. Сатори умирает второй раз, и происходит интересный момент. Йорген ультует практически одновременно с безликим, но первее оказывается все же Йорген, которому повезло нанести магический урон за счет только что активировавшегося артефакта, напробив защиты от магии с безликого. Одновременно умирает Себастьян и Кира, но воскрешение от Астарота срабатывает именно на Киру, что позволяет ей с заряженной энергией применить вихрь лезвий и завершить этот бой. Дальше нам везет еще больше. На 40-м месте мы видим пачку Галахад, Йорген, Корнелиус, Пеппи и Марта. Эта пачка не представляет никакой угрозы против классического Кархапака, поэтому мы пользуемся этим и занимаем его место. Наш следующий оппонент имеет в защите крита Киру с нежитью. Против такой пачки как никогда кстати придутся олени вместе с Зири, Дарианом и Гелиосом. Кира критует своей тычкой, снося половину здоровья нашему Ларсу, одновременно заряжая его. Корвус создает алтарь. Кира получает урон от пламенного возмездия Гелиоса, тем самым зарядив его для применения первого умения. Но подзарядка происходит совсем не вовремя, так как доли секунды ранее Ларс начинает стяжку бури, от чего сфера Гелиоса применяется в ту область, в которой вражеских героев уже нет. Наряду с этим, во всей этой суматохе, Гелиос успевает создать сферу от солнечного ветра, которая тут же бьет возмездием от тычек Киры по самой же Кире, от чего она и умирает. Далее снова вызывается буря, но уже в этот раз она совпадает с применением первого умения Кристы. Забитые в углу пачки соперника, сверху прилетают 6 сфер Гелиоса под артефактом, напробив защиты от магии Ларса. Далее нам предстоит сразиться против Чабы, Исмаила, Цинмао, Себастьяна и Джета. Довольно уникальная пачка, и к ней нужно отнестись внимательно. Это тот редкий случай, когда Чаба идеально подходит в такой состав. Владелец пачки рассчитывает на то, что нанеся урон его Чабе, он проглотит танка и раскроет какого-нибудь уязвимого героя соперника на второй позиции, что даст Исмаилу шанс критануть по нему и убить с одной тычки. Мы поступим хитрее. Поставим 2 танка, Зири и Астарота. Дариана мы можем убрать, здесь он нам не пригодится. Поехали. Довольно быстро просаживается по здоровью наша Зири из-за Цинмао и дебафа Себастьяна. Она закапывается, и теперь пришло время танковать Астароту. Едва держась, Астарот успевает ультануть и дать союзникам арт на броню. К этому времени Зири выкапывается обратно, применяет первую способность, раздает артефакт на броню, отталкивает и оглушает Чабу, Исмаила и Цинмао. Ларс цепной молнией серьезно калечит всех дэмэдж-дилеров врага, от чего они применяют свои первые умения. Но уже слишком поздно, так как сразу же им летит ответ от Гелиоса и Ларса, которые забирают Исмаила и Цинмао. И теперь нам ничего не мешает завершить очередной бой в нашу пользу. На очереди бой против классического Кархапака. Заберем его уже известным нам способом. Следующая пачка также построена вокруг Карха, но это не меняет стратегии борьбы против него.
Чтобы войти в топ-3, нам предстоит сразиться против Корвуса, Андвари, Ясмин, Мориган и Йоргена. Сделаем это с помощью оленей. Только-только Гелиос призвал сферу солнечного ветра, она тут же начала бить в ответ на криты от Ясмин. Создается алтарь, Ясмин второй раз получает урон от сферы Гелиоса, за счет чего она накапливает энергию на первое умение и тут же применяет его, вгрызаясь в Ларса и практически убивая его. Но все же, криты Ясмин сыграли против нее, и она, не успев окончить свое дело, умирает. И теперь вражеская пачка не имеет дэмэдж-дилера, а заряженный Ларс создает первую бурю и вылечивает себя за счет верхней молнии в ауре Дориана. После этого момента бой можно считать победным. Итак, перед нами финиш. Нужно занять первое место. Пачка, которую нам предстоит одолеть, имеет 500 тысяч мощи. Посмотрим, что же там. Здесь против нас Аврора, Йорген, Безликий, Пеппи и Гелиос. Критикеры не получится, оленями будет очень сложно, Тисакома Пеппи вообще категорически запрещено. Остается только Киропак через Небулу и Безликого, или же классический Кархапак. Пачка с Кирой через Небулу и Безликого — это действительно хороший вариант, но у меня в таком варианте общей мощи будет маловато и урона может не хватить. Остается классический Кархапак. Ну что же, пробуем. Бой начинается как обычно, но спустя 15 секунд от начала Безликий применяет бросок силы, вследствие чего Карх оказывается в уязвимом положении. В этот момент он получает оглушение от Авроры, и Астарот не может выйти, закрыв его собой. Пеппи накладывает щит на Аврору, который сносит все здоровье Карху, но тот успевает применить первое умение. Карх воскрешается Астаротом, но остается стоять на первой позиции, его отбрасывает Безликий, и Гелиос, получая урон от переноса, применяет свое первое умение, заряжая Карха. Карх просаживается по здоровью, ультует, но не наносит урона из-за того, что вражеская пачка находится под эффектом артефакта Гелиоса на броню. Трикстер Пеппи наносит серьезное количество урона нашему Карху. Карх успевает применить первое умение, но тут же умирает вместе с вражеским Гелиосом. Теперь у нас нет дэмэдж-дилера, и поэтому мы проигрываем этот бой. За все эти бои мы ошиблись только когда занимали первое место. Так как же все-таки победить эту пачку? Попробуем заменить Йоргена на Небулу. Сценарий боя проходит примерно так же, как и в тот раз. Астарот отбрасывается вражеским Безликим, Аврора оглушает Карха, находящегося на первой позиции, щит и Трикстер Пеппи убивают его. Астарот воскрешает Карха, Безликий откидывает его обратно вглубь пачки, а Небула тем временем сжирает энергию пачки соперника своим первым умением. Карх, находясь в этот момент под шаром Небулы, также ультует и наносит огромное количество урона, убивая Аврору и сразу же заряжаясь вновь. Вторым подбрасыванием он забирает Пеппи и сносит больше половины здоровья Безликому и Гелиосу. Соперник остался без танка и дэмэдж-дилера. Бой выигран. Вот такие бои сегодня у нас получились на пути к топ-1. Факт того, что я проиграл в одном из них, лишь подтверждает, что не нужно воспринимать информацию от ютуберов по хроникам за чистую монету, а всегда стоит проверять все самому. Хоть я в этой игре достаточно давно, и это не отменяет того, что я тоже человек и также ошибаюсь, как и вы. Так что будьте изобретательны, играйте в Хроники Хаоса сознательно, подписывайтесь на канал и ставьте лайки этому видео. Вам не сложно, а мне приятно. Благодарю всех за просмотр.